Всем привет! Вы на канале Handform и с вами Алена Шмелева. Сегодня мы с вами сделаем вот такой милый горшочек для маленьких суккулентиков. Либо также его можно использовать как подставочку для яичка. Нам потребуется заготовочка. Вот у меня такое деревянное яичко, которое продается в любом магазине для творчества. Фольга. Полимерная глина у меня белого цвета и маленькие кусочки черной, зелененького, у меня в данном случае голубого, но вот здесь у меня, видите, цветочек розовый, то есть здесь на ваше усмотрение берете. И для серединки немножко желтенького взяла, а также инструменты, которые вы привыкли пользоваться, которыми вам удобнее пользоваться. И вот такие вот у меня реснички. Начнем нашу работу с того, что обернем нашу деревянную заготовку фольгой, чтобы в дальнейшем готовое изделие легко снялось с нее. Отрезаем кусочек побольше белой пластики, хорошо ее разминаем и раскатываем на пастомашине. Я раскатываю на единички, у меня пастомашина Макинс, либо при помощи скалки в пласт толщиной примерно 2-3 мм. Оборачиваем нашу заготовку. Для того, чтобы ровненько срезать, я беру большое лезвие, устанавливаю руку на стол на нужной высоте и прокручиваю наше яичко. Стараемся руку держать, не дергая, не сдвигая. Сейчас с помощью влажной салфеточки уберем соринки, ворсинки, волосинки. А также влажной салфеточкой скругляем края, чтобы они у нас были более аккуратные. Из пласта глины той же толщины я вырезаю 2 ушка. И смотрим, куда их приделать. Придадим сразу на ушках текстуру с помощью зубной щетки, так как мы сейчас с вами их будем загибать. Одно ушко я нагну вот так вот немножко в сторону, чтобы сюда нам потом посадить с вами цветочек. Теперь наметим, где у нас будут глазки и носик. Сильно низко не делайте, чтобы они были у нас видны, так как подставочка не сильно высокая. Ну, вот, думаю, примерно так у нас будут глазки. И вот где-то здесь носик. Подготовим реснички. Отрезаем 2 одинаковых отрезочка. И сразу их вставим. Для этого делаем небольшие надрезы. Теперь сделаем веки. Катаем овальчик, немного его приплющиваем и разрезаем пополам.
Перекрываем немножко реснички. Линию роста ресниц перекрываем, чтобы не была видна. И таким образом закрепляем получше их. Из небольшого кусочка глины делаем хвостик. Хвостик у нас будет в форме сердечка, поэтому катаем капельку, приплющиваем немножечко и сверху делаем небольшое углубление, чтобы получилось сердечко. Намечаем себе местоположение нашего хвостика. Смотрим, чтобы он примерно за глазками у нас находился. Следующим этапом мы с вами сделаем лапки. Для этого из двух одинаковых кусочков глины катаем капельки. С одной стороны, с более узкой, немного их приплющиваем. Макетным ножом прорезаем пальчики. Так вот их соединим и придадим текстуру. Сделаем текстуру и сажаем нашего зайчика на лапки. Снизу я немножечко прикатаю. Сейчас мы сначала украсим нашего зайку, сделаем цветочек, а в самом конце уже сделаем носик. Берем два маленьких кусочка зеленой пластики, катаем капельку и приплющиваем ее, чтобы получился листочек. Макетным ножом рисуем прожилки. Один листочек, и тоже точно такой же второй листочек. Из маленького кусочка голубой пластики сделаем цветочек. Для этого катаю капельку, опять же, разрезаю ее на 6 равных частей. С помощью дотса шариком буду проработаю каждый лепесточек. Цветочек готов. И осталось нам совсем немножко. Это сделать нашему зайке носик. Подготавливаем маленький черный шарик, два тоненьких жгутика из черной пластики. И последний штрих. Немножечко подрумяним зайки щечки с помощью сухой пастели. Наш зайка, горшочек или подставочка под яичко готов. Теперь мы ставим запекаться на 30 минут при температуре, указанной на вашей полимерной глине. Наш горшочек запекся. Я дала ему немножко остыть. И еще тепленьким начинаю снимать его с нашей заготовки.
Благодаря фольге это делается очень просто. Поверьте, без нее это было сложнее. Ну вот и все. Творите с удовольствием, создавайте свои уникальные горшочки, выкладывайте свои работы в соцсеть и не забывайте указать меня, я буду вам очень благодарна. Мой ник вы видите у себя на экране.